Привет, друзья! Я Антон Гросс, и вы на канале «Иммиграция в Италию». Это новости Италии за прошедшую неделю. Все самое интересное в одном выпуске. Новостей было много, неделя была интересная у меня в том числе. В этом видео анонс интересного мероприятия, где мы можем с вами пообщаться, познакомиться лично. Не переключайтесь. В Ватикане израильская писательница обвинила швейцарского гвардейца в антисемитизме. Площадь Святого Петра – святое место, а звучит как сцена из плохого сериала. Ватикан в шоке, расследование началось. Милан, центральный вокзал. 25-летний пакистанец напал на группу американских евреев. Крики, удары, полиция сработала мгновенно и, к счастью, без жертв. Европа делает вид, что не видит, а ненависть снова выходит в люди. Пока ненависть выходит в люди, палестинские протесты тоже выходят на улицы, исламизация страны идет полным ходом. Тем временем во Флоренции днем посреди улицы африканец громил мотосалон пылесосом. Потом достал нож, карабинеры задержали, но вопросы остались. И не только к нему, но и к системе в целом. Из трагедий, история, от которой реально сводит горло, украинка убила своего 9-летнего сына в Мудже. Где были службы, когда еще можно было помочь? Ведь все знали, что у нее психическое расстройство. Россия снова обиделась. В Риме спорят из-за татуировки украинского герба у итальянского политика. Кремль в истерике, Брюссель разводит руками. В Вероне отменили концерт певца Ильдара Абдразакова, и посольство РФ кричит о русофобии. Мировая опера превращается в геополитический мюзикл. Евросоюз закручивает гайки. Россиянам теперь почти не получить Шенген. Каждое заявление заново, без многократных виз и с усиленными проверками. Брюссель объясняет это вопросами безопасности, но для многих это звучит как новый способ наказать страну через ее граждан. И, наконец, Рим. Де Ниро открыл отель Нобу. Цены от 995 евро за ночь. Зато можно заказать коктейль сакетини вместо шампанского. Эти и многие другие новости в нашем выпуске. Лайк, и мы начинаем. Ну кто бы мог подумать, стоило итальянскому политику Карло Календе показать новую татуировку трезуб, старой как сама украинская государственность, и вот уже Москва судорожно пишет ноты протеста, будто ему не кожу украсили, а лично им на фасад посольства что-то неприличное нарисовали. Российское посольство в Италии, конечно, сработало по отработанному сценарию и обязательно с лекцией по своей истории. Трезуб объявили нацистским символом и привязали к Календу то к Петлюре, то к Бандере. Ну, а как иначе? У них же все украинское автоматически записывается в запрещенное и страшное. А чтобы картина была совсем красочной, добавили набор обвинений. От переписывания истории до антисемитизма. Будто речь идет не о татуировке, а о государственном перевороте. Календа ответил спокойно и коротко. Вы будете побеждены. Свобода всегда побеждает тиранию, и если вы боитесь татуировки, значит вы уже понимаете, что это неизбежно. Вот это дипломатия 21 века, в самую точку. История получилась показательная. Один маленький символ на руке, и у Кремля истерика. Удивительно? Да в принципе нет. Это ровно та логика, по которой любой знак украинской идентичности объявляется экстремизмом. А в ответ европейский политик, который не рассуждает 3 часа, а просто показывает руку. Вот моя позиция, я выбрал сторону. Можно спросить, зачем политикам татуировки? Но когда дипломатия давно превратилась в переписку в соцсетях, а идеологические войны идут под хэштегами, тело стало чуть ли не последним честным способом что-то заявить. Ирония же в том, что никакие заявления посольства не способны отменить очевидное. Символ, который для Кремля как красная тряпка, для миллионов людей знак поддержки страны, которая защищает себя. Самое интересное, что получается по логике российских дипломатов, великий князь Владимир Святославич, крестивший Русь и использовавший этот самый трезуб как родовой знак, тоже оказывается последователь Петлюры и Бандеры, антисемит, фашист. И кто еще? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ведь его родовой символ, внимание, ультраправый и коллаборационистский. Хотя его титул все-таки киевский князь, не московский. Хунта. Сразу видно, откуда ноги растут. Надеюсь, у кремлевских интерпретаторов мифологии хотя бы к Мазератти, Нептуну и Посейдону вопросов нет. А то там трезубцы куда агрессивнее. Ну и что, ставьте лайк, если у вас, как и у меня, нет никаких претензий к компании Мазератти за использование ультраправых элементов в логотипе.
Никогда такого не было, и вот опять. Россия и Италия на грани дипломатического цирка. И все из-за интервью, которое никто даже не видел. В МИД РФ уже традиционно устроили плач Ярославны. Газета «Корьере делла Сера», видите ли, отказалась публиковать эксклюзивное интервью с самим Сергеем Викторовичем. Представляете? Цензура. Задавили иное мнение. Прям трагедия для великого дипломата, который полжизни вещает пропаганду так, будто читает инструкцию от ржавого самовара. По их версии все шло чинно, благородно. Итальянцы прислали вопросы, Лавров накатал свои мантры. Материал готов, печатайте и восхищайтесь. Но редакция вдруг передумала. Москва уверена. На итальянцев надавил Рим, Брюссель, Вашингтон и орден рептилоидов, тот, вы знаете, который напротив посольства крестоносцев возле Ватикана. А еще, что итальянцы закрыли доступ к объективной информации об Украине, если, конечно, под объективной понимать кремлевские сказки про печенегов, фашистов-наркоманов и боевых комаров, которые даже в самой России слушают только по обязанности. Про трезубец, к слову, предыдущая новость, что если это не разложение личности дипломатов от долгих запоев из-за страха работы в недружественной стране, или из-за чего, пишите в комментариях. Итальянцы ответили, что текст из Москвы это, о боже, не интервью, а унылый монолог, набитый пропагандой. Корьере предложила нормальный формат, к которому привыкли в Европе и во всех цивилизованных странах с вопросами, уточнениями, возможностями возражать. Но наш мастер дипломатии сразу обиделся, ведь когда ты привык вещать, а не разговаривать, любое реальное интервью почти личное оскорбление с риском, что тебя уронят лицом в грязь прямо в прямом эфире. Редакция еще и подколола. Когда министр Лавров будет готов к интервью, соответствующему стандартам свободной журналистики, мы тоже будем готовы. Прямым текстом. У нас журналист задает вопросы, они служат громкоговорителем для кремлевских лозунгов. МИД России, чтоб не выглядеть уж совсем плакальщиками, вывалил полную версию лавровских ответов и отредактированный вариант, якобы подготовленный итальянцами, чтобы показать, что там порезали-то. Российские медиа тут же устроили парад знакомых слов: цензура, Запад боится правды, весь набор песенок, которые в Европе слушают разве что тетушки, вышедшие замуж за иностранцев и ностальгирующих по СССР и Великой России. Для итальянской прессы же это стало поводом вежливо напомнить: свобода слова — это не когда ты указываешь редакции, что печатать, и уж точно не когда министр иностранного дела требует публиковать его заученные мантры без комментариев. В итоге получается редчайший случай. Скандал не из-за того, что Лавров сказал, а из-за того, что никто не захотел это слушать. Удивляться перестаешь только одному. Как же так? Зеленский в Россию, Беларусь интервью давать почему-то не ездит, а Лавров в союзную Украине дружественную страну и недружественную для России, пожалуйста, рассылку делает. Точнее, пытался делать, пока его, по сути, не выгнали, как в таких случаях принято, с санными тряпками. Симоне Чиколоне, имя, которое в Риме знают все. Тот самый парень, что вместо уютной жизни в Apple и Мондадоре выбрал гоняться за карманниками в метро. Когда-то он был программистом и чемпионом по кикбоксингу, а потом создал YouTube-канал Scuola di Botte. Сначала про спорт и дисциплину, потом про уличную мафию, карманников, аферистов и тех, кто делает Рим опасным. И стал для них настоящей занозой. Видео с его расследованиями собирали миллионы просмотров, люди благодарили его за смелость, а преступные группировки нет. И вот в июне 2024 года его уже били на станции Пьяцца ди Спания. Разбитая камера, травмы, полиция в курсе, но ничего нового. Один из нападавших вообще не должен был жить в Риме, но почему-то жил и воровал дальше. Теперь все повторилось, но жестче. Станция Оттавиано. 5 нападавших, удары, крики, охранники, которые пытались защитить, и тоже, кстати, им досталось, и Симоне, оказавшийся на земле. Его били ногами. Женщина из его команды пыталась вмешаться. Охранник Леонардо получил удар в голову и упал, не двигаясь. Все это записано на видео, которое сейчас гуляет по соцсетям, и выглядит оно не как случайная постановка, а как спланированная атака. Simone! Simone! Chiamaglia! Simone! Oh. Simone! Simone!
fatto? Simone, che t'ho fatto? Che mi ha fatto? Che t'ho fatto? Чикалоне потом сказал, что все было сюрреалистично. Удар в подбородок, желание ответить, но нет. Я не хотел превращать это в драку. Меня все знают, я должен был держать себя в руках. Звучит как из фильма, но это реальность. И его слова о том, что они били по очереди как стая, не просто метафора. Это точное описание, как действуют мелкие мафиозные сети, которые привыкли, что им никто не мешает. Симоне прямо заявил, что за нападением стоят структуры, контролирующие воровство, кражи и уличное мошенничество в Риме. Те, кому он мешает, потому что снимает их на камеру и показывает, как они работают. В итоге мы видим не просто драку в метро, а демонстрацию силы. Такой привет от тех, кто привык, что закон это просто слово в новостях. Парадокс в том, что пока государство делает вид, что контролирует ситуацию, YouTube-блогер оказывается единственным, кто реально показал систему. И теперь за это платит ударами по лицу. Но он не сдается. Его видео продолжают выходить, и теперь, кажется, у него еще больше сторонников. Да, можете подписаться на его канал, и я не знаю, наверное, его в описании оставлю. Милан, центральный вокзал, 11 ноября. 8-й путь, обычное ожидание поезда, шум стационного объявления и вдруг крик «Удар! Хаос!». 25-летний мигрант из Пакистана, которого полиция, как выясняется, давно знает, по делам о религиозной ненависти бросается на группу американских евреев. Просто так, без спора, без контракта, без повода, кроме единственного. Он увидел евреев. Он выкрикивает оскорбления, потом бьет одного из мужчин по голове тяжелым предметом и добивает ногами. Все занимает секунды. Люди вокруг застывают, кто от страха, кто от шока. Некоторые пытаются вмешаться, но все слишком быстро. И только железнодорожная полиция, та самая, которую так любят критиковать за излишнюю осторожность, сработала мгновенно. Иначе мы сейчас говорили бы не о нападении, а о похоронах. Карабинеры задержали нападавшего прямо на платформе, не дали ему просто раствориться в толпе. Камеры четко показывают, это не конфликт, это целенаправленное нападение. Это ненависть, которая вышла на улицу без маски. Пострадавшего доставили в Фате-Бенфрателли. Травмы не угроза жизни, но психологический удар чудовищный. Он все время спрашивал врачей, почему он это сделал. Это самый страшный вопрос, потому что ответ очевиден, и он никого не утешит. Следствие уже установило, нападавший приехал в Милан из другого региона и в тот же день. Возможно, специально. Прокуратура расценивает случившееся как нападение на почве религиозной и расовой ненависти. Обвинения будут предъявлены скоро, но мы все понимаем, что дело не только в конкретном человеке. Полиция признает это. Мужчина давно фигурировал в делах о нападениях и агрессии, и все равно он свободно передвигался по стране, и все равно оказался на вокзале, и все равно напал. Миланские СМИ пишут, что это удар по иллюзии безопасности, но это не иллюзия, это комфортное самоуспокоение, за которое Европа платит все чаще. Днем в центре города, рядом с десятками свидетелей, евреи подвергаются нападению только потому, что они евреи. И вот это самое страшное, потому что это не исключение. Это не случайность, это уже становится тенденцией. Итальянские раввины и еврейские организации уже выступали с заявлениями, потребовав усилить охрану общественных мест и напомнив властям: толерантность – это не лозунг, это обязанность, но безопасность тоже обязанность. Если Европа не научится проводить границу между терпимостью и попустительством радикальной ненависти, такие атаки будут повторяться. Мы слишком хорошо знаем, чем заканчивается, когда предупреждения игнорируют. Площадь Святого Петра, 29 октября. Вроде бы обычное воскресенье. Паломники, туристы, делегации, флаги, улыбки. Место, где звучат речи о мире и уважении. И вдруг одно слово, сказанное тихо, почти шепотом, но с таким холодом, что он слышен громче папской проповеди. Израильская писательница и режиссер Михаль Говрин рассказывает, что швейцарский гвардеец, охранявший папу, процедил в их сторону презрительное «les juifs», то есть евреи на французском, а затем сделал жест, как будто им плюют вслед. Все это, когда делегация евреев входила на площадь Святого Петра. Гаврин, дочь выжившей в Освенциуме, женщина, чья семья знает, что такое ненависть, не по учебнику истории. И когда она остановилась и переспросила, что он сказал, гвардеец все отрицал. Но выражение лица, по словам очевидцев, сказала куда больше, чем слова. Это подтвердили и австрийский теолог Грегор Мария Хофф, который стоял рядом. То есть это не показалось, но неправильно услышала, это случилось.
случилось. Скандал вспыхнул мгновенно, ну и правильно, потому что речь не о случайной грубости, не о неудачном моменте. Речь о том, что прямо во время папской аудиенции в середине католического мира человек в форме элитной гвардии позволяет себе антисемитский выпад. Швейцарская гвардия – символ дисциплины, чести и верности. Теперь объект расследования. Пресс-секретарь Элиа Чинотти подтвердил, записи изучаются, расследование начато. Имя гвардейца скрывают, но он, как сообщают СМИ, продолжает службу. Командир корпуса уже извинился перед делегацией, и этот жест, который заслуживает уважения, но вот Ватикан молчит. А это молчание звучит слишком громко и слишком знакомо. Ассоциация еврейских общин Италии и ведущие раввины уже потребовали официального извинения, потому что инцидент не единичный случай, это симптом того, что кто-то считает возможным проявлять ненависть даже на территории, где каждая колонна и каждая стена напоминает о необходимости смирения и уважения. История Михаль Говрин делает все еще болезненнее. Мать прошла Освенцим, отец спасался от украинских погромов, и вот сегодня их дочь сталкивается с презрением там, где, казалось бы, никто не должен бояться ни своего имени, ни своей веры. Ватикан последние годы активно говорил о диалоге с иудаизмом, о совместных инициативах, о мостах и о взаимопонимании. Но диалог – это не только праздничные встречи с пресс-релизами. Это прежде всего готовность признать проблему тогда, когда это неудобно. Поэтому сегодня инцидент называют тестом для Ватикана. И этот тест куда важнее, чем кажется, потому что вопрос стоит так. Святой Престол действительно готов бороться с антисемитизмом или только говорить о том, что готов? Или все снова закончится привычной формулой? Мы проведем внутреннее разбирательство. Только вот после 29 октября это уже недостаточно. Да, и раз досмотрели до этого места, не забывайте поддержать канал лайком, комментарием или подпиской, а лучше всем сразу. Особенно подписка во время или сразу после просмотра видео помогает алгоритмам YouTube продвигать наши видео, а вам оставаться в курсе ключевых событий и новостей Италии. Поддержать нас можно также через функцию «Супер спасибо» или спонсорство. Спонсоров ждут бонусы типа видео только для спонсоров или ранний выход видео на канале. Смотрите первыми. Похоже, эпоха быстрых шенгенов для россиян официально закончилась. Европейская комиссия объявила новые правила. И теперь даже самая безобидная поездка в Париж или Барселону превратится в бюрократический квест с элементами допроса. По словам Каи Каллас, верховного представителя ЕС по иностранным делам, мера стала прямой реакцией на угрозу безопасности. Переводя с дипломатического, после серии диверсий и дрон-атак, за которыми европейские спецслужбы видят российский след, Брюссель решил перестраховаться. Теперь любой гражданин России – потенциальная проверка. Главный удар пришелся по многократным визам. Их больше не будет. Каждая поездка – новое заявление, новый сбор документов, новое ожидание. Даже если вы уже 100 раз бывали в Европе и не взорвали ни одного дрона. Консульства теперь будут детально проверять все – цели, маршруты, доходы, связи с принимающей стороной. Долгосрочные визы, 3-летние и 5-летние, уходят в историю, кроме случаев, когда речь идет о родственниках граждан ЕС. Сроки рассмотрения тоже станут длиннее. И готовьтесь к дополнительным вопросам от «зачем едете?» до «почему именно туда?». Да, Европа теперь хочет знать все, включая ваш уровень терпения. Есть только одно исключение. Диссиденты, журналисты и правозащитники смогут обращаться по упрощенной схеме. Каллас подчеркнула, что Европа должна оставаться пространством свободы, но даже свобода теперь будет требовать справок и собеседования. Для понимания масштаба, до 2022 года россияне получали около 4 миллионов виз в год. После начала войны всего 500 000. Теперь, по оценкам дипломатов, количество заявок упадет еще в разы. Страны Балтии, Польша, Чехия и Финляндия давно закрыли двери. Теперь вся Европа официально подтягивается к этому курсу. В сухом остатке Европа не закрыла полностью двери, но попасть туда теперь сродни привилегии. Как сказал один из брюссельских чиновников, Шенген не отменен, просто теперь это не право, а награда за безупречное досье. Чтобы не иметь проблем с шенген-визами, можно получить вид на жительство Италии, ведь в Италии нет обязательного требования по проживанию в стране. Мы – легальная компания с 20-летним опытом в сфере иммиграции. Работаем официально, без посредников и сомнительных схем. Мы оформляем ВНЖ любого типа сложности через бизнес, инвестиции или для состоятельных граждан. Все услуги под ключ от первой визы до интеграции в стране. Для бесплатной оценки дела свяжитесь с нами по контактам в описании. Также доступны личные и платные консультации по ВНЖ, гражданству, бизнесу и недвижимости в Италии.
Верона хотела показать Дон Жуана, а получила маленькую международную драму в стиле «Кремлевское искусство плакать». После отмены спектакля с участием российского баритона Ильдара Абразакова российское посольство в Италии мгновенно решило всем напомнить, кто тут великий артист. Достали архив фото 2022 года, зал ласкал аплодисменты, Моторелла и фон дер Лайен в первых рядах, мол, смотрите, западные лидеры хлопали, а теперь вдруг возмущаются. Вы что, совсем? Дальше по методичке. Певец, оказывается, стал жертвой русофобских нападений и политических заговоров. Итальянские власти, по их словам, чуть ли не позволяют экстремистским украинским мигрантам диктовать культурную программу страны. Ну а как иначе? У посольства все, что не нравится Москве, обязательно заканчивается заговором и экстремизмом. Главный аргумент Кремля стар, как и их пропаганда. Еще недавно аплодировали, а теперь отменяют. Даже добавили пафоса. Обвинять Абдразакова в кремлевской пропаганде абсурдно. Мол, баритон с арией, видите ли, страшнее любого танкового батальона. Только вот есть маленькая деталь, о которой дипломаты скромно умалчивали. Баритон не просто баритон, он директор оперного театра в аннексированном Севастополе и официальное доверенное лицо Путина. То есть человек, который работает на структуру оккупационной администрации, оказывается вне политики? Ну да, конечно. Как же мы сразу это не догадались? Отмена спектакля – итог недельных дискуссий, протестов украинской диаспоры, активистов и депутатов. Театр, видимо, решил, что скандал в зрительном зале не самая лучшая рекламная кампания. Для одних победа принципов, для других цензура. Для Италии попытка избежать превращения оперы в поле боя. А вот посольство РФ, не теряя ни секунды, превратило все в очередной истеричный манифест. Европа деградирует, свобода умирает, стандарты двойные. В общем, набор знакомых слов, которые они выдают на любой случай. Хоть про санкции, хоть про футбол, хоть про трезуб. И вот теперь итальянские СМИ обсуждают не Моцарта, а вопрос, который Москве больнее всего. Где заканчивается культура и начинается пропаганда? А ответ, по-моему, лежит на поверхности. Там же, где и границы Украины. Нарушил, будь готов, что тебе не хлопают, а закрывают дверь. Иногда за фасадом маленького итальянского городка скрывается ужас, который не укладывается в голове. В Мудже, неподалеку от Триеста, 55-летняя женщина украинского происхождения убила своего 9-летнего сына. По данным следствия, она перерезала ребенку горло, а затем попыталась покончить с собой. Отец мальчика, 58-летний итальянец, забил тревогу, когда бывшая жена перестала выходить на связь. Когда пожарные и полиция вскрыли дверь дома на улице Маркони, ребенок был уже мертв. Женщину нашли в крови с глубокими порезами на руках. Ее доставили в больницу Катинара под охраной. По предварительным данным, мальчик погиб за несколько часов до прибытия служб. Расследование уже подтвердило, что мать находилась под наблюдением психиатров и состояла на учете в Центре психического здоровья. Социальные службы тоже знали семью. После развода мальчик жил с отцом, но суд разрешил матери видеть сына. Именно такая встреча и оказалась последней. Мэр Муджи Паоло Полидори признался, что ничего не предвещало трагедии. Мы знали эту семью с момента рождения ребенка. Сложная ситуация, но не драматическая. Никто не мог представить такого исхода. В Мудже объявлен день траура. В школах организована помощь психологов для одноклассников мальчика. Люди приносят цветы к дому семьи, просто стоят рядом, не находя слов. Это не история о жестокости, это история о том, как система, призванная защищать, снова не успела. Где-то между отчаянием, болезнью и равнодушием потерялся ребенок, у которого должно было быть будущее. Берегите близких. Иногда тревожный звонок, вовремя поднятый телефон или просто внимание могут спасти чью-то жизнь. Флоренция, середина дня, солнце, туристы, запах кофе и вдруг человек с пылесосом. Нет, не уборщик, а вооруженный мигрант, который решил, что бытовая техника – лучшее средство для разрушения витрин. На видео, которое уже разлетелось по соцсетям, видно, как мужчина методично крушит стеклянную дверь мотосалона на Виа Циркондария. Осколки летят, прохожие кричат, а он, будто герой абсурдного фильма, пытается протащить через пролом мотоцикл. Не выходит, и тогда он идет на вторую витрину. Когда пылесос перестает справляться, он достает нож. Начинает угрожать всем, кто осмелится подойти ближе. Vai, continua qua, via.
Ma la polizia non arriva. Lanciagliela addosso. Per favore. Per favore. Io sto facendo il video. Sì. Già chiamato, mi ha risposto. Io non c'è nemmeno da fare la cazzo. Sta richiamato. Non fatelo andare via, ragazzi. Lasciamo dentro. Alma, ti prego. Alma, subito. Alma, vieni tu, ti prego. Tu no. Alma, la via no. Mani in alto, mani in alto, mani in alto, mani in alto, mani in alto. Только прибытие карабинеров ставит точку в этом представлении. Мужчину обезвредили и арестовали, а видео за считанные минуты стало вирусным, потому что похоже, ни один день во Флоренции теперь не обойдется без сюрреализма. Это уже второй случай за неделю. Несколько дней назад другой иностранец избил женщину в супермаркете, размахивая жареным цыпленком и выкрикивая бессвязанные фразы. Если бы кто-то снял это на пленку, можно было бы подумать, что это экспериментальное кино. Но нет, это новости Италии. Министр инфраструктуры Матео Сальвини оперативно прокомментировал случившееся. Средь бела дня на глазах у граждан неприемлемо. Спасибо силам правопорядка. Никакой терпимости, сразу в тюрьму. Это он, министр транспорта, если что. Политики в восторге, ведь ничего так не объединяет, как вирусное видео с криминалом и хорошая возможность напомнить о жестком подходе. Но за этим фарсом усталость города. Район Виа Черкондария давно славится мелкими преступлениями, и жители уже не знают, что хуже – крики, пыль от разбитых витрин или чувство, что безопасность теперь просто слово из новостей. Если бы это была мелодрама, зритель бы сказал «перебор». Но в Милане все происходило по-настоящему. Бывшая партнерша банкира Рикардо Орчелло, брата топ-менеджера Unicredit, вывезла их двоих детей в Россию и потребовала за их возвращение 500 000 евро. Реальный выкуп. В августе 2023 года 40-летняя Елена Миандина исчезла вместе с детьми, которым 7 и 8 лет. С собой она взяла нового бойфренда Анджело Карбосьеро и улетела в Россию. Отец, естественно, в шоке, никакой связи, ни звонка, ни видео, ни шанса увидеть сыновей. Зато появился ультиматум. Хочешь детей обратно? Заплати. Схема выглядела почти деловой. 10 банковских чеков по 50 000 евро должны были быть предъявлены нотариусу, а деньги выданы только после возвращения мальчиков в Италию. Романтика века. Полгода Орчелл ждал в режиме кошмара, без контакта, без информации, с адвокатами и дипломатами на телефоне. Он отказался платить, и началось расследование. В дело вмешались итальянские и российские правоохранители, и после долгих переговоров женщину все-таки убедили вернуться с детьми в Италию. Правда, домой она вернулась не в семью, а в суд. Приговор – 3 года тюрьмы плюс компенсация, судебные расходы и 30 000 евро возмещения. Ее партнер получил год и 8 месяцев. Суд отдельно отметил, что дети стали невольными жертвами взрослых игр, где любовь и деньги перепутались окончательно. Ирония в том, что все это началось как драма про личные отношения, а закончилось как международный триллер с похищением, шантажом и банковскими гарантиями. Миланская прокуратура называет случай одним из самых абсурдных и опасных за последние годы, когда эмоциональный шантаж превратился в уголовную статью. Вот это семейный бизнес, которого никто не заказывал. В Ломбардии суд города Прато вынес приговор 60-летней женщины, которая называла себя мстительницей за виртуальные измены. 2 года и 4 месяца тюрьма за порноместь, клевету, преследование и подделку документов. А вместе с ней, внимание, ее 30-летний сын, получивший год и 8 месяцев за техническую поддержку. Схема напомнила криминальный сериал с элементами абсурда. Женщина создавала фейковые женские профили, знакомилась с мужчинами, обменивалась откровенными сообщениями, а потом начинала свой акт справедливости. Рассылала интимную переписку их подругам, родителям, коллегам и даже, внимание, на
работу. В одном случае она отправила распечатку чатов заказным письмом, чтобы разрушить токсичные отношения. Следствие выяснило, что денег она не требовала. Все было ради чистого искреннего удовольствия от мести. По ее словам, она боролась с неверностью в интернете и наказывала мужчин, которые не уважают женщин. Сын же, похоже, разделял этот энтузиазм, помогал маме создавать поддельные аккаунты, собирать компромат и даже следил за жертвами. Когда одна из пар заметила слежку и обратилась в полицию, казалось, на этом все закончится. Но нет, мстительница продолжала фотографировать, следить и слать письма, будто персонаж из фильма, который не понял, что титры уже прошли. Суд признал обоих виновными по всем пунктам. Мать за систематическую травлю и публикацию личных данных, сына за соучастие и техническую помощь. Мораль истории: никогда недооценивайте скуку и интернет, особенно если у кого-то в доме слишком много времени, слишком мало хобби и очень специфичное чувство справедливости. А вы что думаете, это искаженная форма правосудия или безумие, прикрытое благими намерениями? Пишите в комментариях, только без фанатизма, вдруг кто-то из соседей решит вас наказать. Друзья, с 12 по 17 декабря я еду на Бильджо Фест, камерную творческую встречу в итальянских Альпах под руководством Андрея Бильджо. Андрей Бильджо — художник, автор того самого Петровича, писатель и бывший психиатр, и он делает необычную вещь – недельную арт-резиденцию, стилизованную под клинику творческого самовыражения. Мы будем работать над своими маленькими проектами, текстами, рисунками, песнями, идеями и параллельно проходить лечебные практики, обсуждения у камина, походы, дегустации, большой рынок блошиный, Турин, мастерские и, конечно, фирменную ироническую психотерапию от Бильджо. Все закончится общей выставкой, где каждый получит персональную аннотацию и, возможно, легкий творческий диагноз. Если коротко, дружеская творческая неделя в горах под управлением харизматичного художника-психиатра, где все делают проекты, гуляют, обсуждают, едят, пьют и шутят про психоанализ. В прошлом году мы снимали небольшой фильм об этом месте, об его создателях. Там как раз проходил Бильджо Фест. Участникам так понравилось, что некоторые решили повторить в этом году тоже. Приехала сюда, не знаю вообще, куда меня везут. То есть я знала, что я еду в Турин на встречу с друзьями моей дочки, которые тоже занимаются дизайном мебели, реставрацией. И в Турине мы были всего несколько часов. А дальше, оказалось, нас повезли в горы. Это было такое замечательное впечатление. Солнечный день. Невероятное ощущение оторванности от всей прошлой жизни. Самое главное счастье было в общении. Я такого общения вообще в жизни не видела. Это благодаря Андрею. В горах замечательная арт-резиденция. Слово «замечательным» я часто говорю, потому что действительно за 3 дня это все было замечательно. И общение замечательное, и люди замечательные. Мы о многом очень говорили, от политики до искусства и быта. В общем, это такое очень важное общение. И очень важно еще сказать, что по первой специальности я психиатр, и поэтому это еще все это общение и весь этот короткий проект, который длился 4 дня, носило функцию такой психотерапии для этих людей, которые приехали, и для меня в том числе. Ссылка на видео будет в подсказках. Присоединяйтесь, есть еще 3 места. Ссылка на сайт организатора, на котором вы можете забронировать свое место в проекте, в описании видео. Пока политики спорят, кто с кем не дружит, маэстро Рикардо Шайи просто поднимает дирижерскую палочку. 7 декабря в легендарной Ла Скала он открывает сезон оперой Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», тем самым произведением, которое Сталин когда-то лично заклеймил как хаос вместо музыки. Сегодня, спустя почти век, опера возвращается туда, где ее больше всего хотят услышать. С Россией сейчас сложные отношения, спокойно говорит Шайи. Но в театре мы говорим о другом. Мы ставим шедевр, отвергнутый диктатурой, и возвращаем его в оригинале, как задумывал композитор. Для маэстро это не просто премьера, это акт исторической справедливости. В 1934 году «Леди Макбет» гремела в Ленинграде, более 200 постановок за 1,5 года. А потом Сталин сходил на спектакль, не понравилось и все.
Одной заметкой в «Правде» уничтожили оперу, которая слишком точно показала, как система душит человека. Шай рассказывает, что решение поставить оригинальную версию пришло после разговора с вдовой композитора. Я спросил, какую версию он бы выбрал. Она улыбнулась. Я понял, что ответ уже есть. Сегодня Ла Скала символично возвращает музыку, которую пытались стереть, и это звучит громче любых политических лозунгов. «Мы не закрываем границы искусства», — говорит маэстро. «Мы возвращаем голос гения, которого пытались заставить замолчать». Режиссерская команда ушла от буквальной России на сцене. Здесь нет самоваров и усатых чиновников, только человек, зажатый между любовью, страхом и обществом. Потому что история не про страну, а про внутреннюю тюрьму. В эпоху, когда любое упоминание русского вызывает бурю комментариев, Шай выбрал путь, который требует смелости. Не политической, а человеческой. Он ставит музыку, написанную в эпоху страха, и показывает, что искусство не нуждается в визах, разрешениях и пресс-релизах. На Виа Венето снова гламур и вспышки камер, только теперь не ради премьеры, а ради отеля. Роберт Де Ниро прибыл в Рим не как актер, а как ательер с мировым размахом. Он лично открыл первый в Италии Nobu Hotel and Restaurant, бренд, который создал вместе с шефом Нобу Муцухаиса и бизнесменом Мейером Тепером. И сделал это, конечно, с театральным шиком. Место выбрано символично. Здание, где раньше стоял легендарный Гранд-отель, теперь отдано под храм японского минимализма с римской душой. На открытии японская церемония, звезды, перекрытые улицы и толпа журналистов, пытающихся поймать цитату от самого Де Ниро. Говорят, шанс есть, если подать ему правильный коктейль. Не шампанское, а сакетини, модный гибрид саке и мартини. «Я лучше расслаблюсь с сакетини, чем пойду на премьеру однажды», — сказал Де Ниро. Похоже, бармены это запомнили. 6 этажей роскоши, 117 номеров, терраса с панорамой на Рим, спа, конференц-залы и, конечно, ресторан Нобу с культовой черной треской и в мизо и суши, которые подают как арт-объекты. Минимум декора, максимум стиля. Средняя цена за ночь — 995 евро. А если хочется жить по-денировски, Сакура Суит с ванной из карарского мрамора и панорамно на Рим. 2239 евро всего каких-то. Нобу начался с одного ресторана в Нью-Йорке в 1994 году, а теперь 57 заведений и десятки отелей по всему миру. Де Ниро из простого голливудского ветерана превратился в гуру лайфстайл-индустрии, где маки-роллы подаются с философией и подсветкой. Девиз бренда прост: маки-роллы с видом и саке в бокале мартини. Римский Нобу — это не просто отель, а культурная декларация. Восток, Запад, минимализм и пафос под одной крышей. И как утверждают инсайдеры, Де Ниро уже присматривает площадку для следующей премьеры, то есть отеля в Милане. Что думаете вы? 995 евро за ночь в храме суши и саке — это роскошь или стиль жизни? Пишите в комментариях, особенно если готовы проверить, насколько вкусного Де Ниро подают завтрак. В Италии снова спорят о праве защищаться, и все началось с одного ночного выстрела. В провинции Ровиго 68-летний мужчина проснулся от шума, увидел, как несколько человек врываются в его дом, взял зарегистрированный пистолет и открыл огонь. Один из грабителей, по предварительным данным, был ранен, но сумел сбежать с подельниками, а хозяин не только не под следствием, его признали действовавшим в рамках закона. Прокуратура Ровиго уже подтвердила, никаких обвинений против владельца дома не выдвинуто. Следствие ведется против неустановленных лиц по статье о вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами, маскировкой лица и вторжением в жилье. На этом фоне премьер-министр Джорджиа Мелони сделала громкое заявление: «Самооборона всегда законна». Пост в соцсетях вызвал шквал комментариев от восторгов до обвинений в легализации стрельбы без разбора. Но все упирается в закон 2019 года, принятый по инициативе партии Лига и поддержанный нынешними правыми силами. Он установил презумпцию законности для тех, кто защищает себя или близких в доме или на рабочем месте. То есть, если на тебя напали, государство исходит из того, что ты имел право ответить. Доказывать соразмерность теперь не нужно. Для правых это символ справедливости, для либеральной оппозиции тревожный сигнал, мол, страна превращается в Дикий Запад. Но факт остается фактом. Случай в Ровиго стал
первым громким примером применения нового принципа, где суд не усомнился: стрелять можно, если защищаешь дом. Государство должно защищать тех, кто защищает себя, повторила Мелони, явно намекая, что закон менять никто не собирается. Что думаете вы? Человек имеет право стрелять, если боится за жизнь, или это опасный перекос? Пишите в комментариях. Спор, похоже, только начинается. Турин Корсо Дука дель Абруцци бар 90 решил, что кофе это не удовольствие, а дисциплина. На входе теперь висит табличка, похожая на расписание тренировок. 15 минут на кофе, 20 на завтрак, 45 на обед и ровно час на аперитив. После этого грация и аривидерчи. Если верить вывеске, здесь не просто наливают кофе, а буквально отмеряют время до последнего глотка. Результат – буря в чашке эспрессо. Туринцы возмущены, соцсети кипят. Люди разделились на два лагеря. Одни защищают право бара распоряжаться своим временем, другие видят в этом символ того, как город теряет человечность. Я плачу, и мне указывают, сколько сидеть. Это как такси, только с пенкой. Возмущается студентка Людовика. Если бы меня вежливо попросили уйти, потому что я слишком долго пью кофе, я бы просто не вернулась, говорит Аличия из соседнего офиса. А две пожилые постоянные гости, Лоредана и Клаудия, которые обычно читают газету и капучино, добавляют: бар – это место встреч, а не секундомер. Тем временем владелец молчит, сотрудники пожимают плечами, мол, сами не знают, как это вообще работает. Таблички висят, но никто пока никого не выгоняет. Формально правила есть, но фактически все делают вид, что не видят. Интернет тем временем кипит, одни пишут: не нравится, иди в другой бар, другие саркастично предлагают ввести таймер на примерку в магазинах или лимит на поцелуи в парках. У меня на сегодня все. Приезжайте на Бельжов Фест. До новых встреч. Пока.